Здравствуйте, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода. Сегодня у нас обзор, расскажет нам на что Женя. Привет, Жень. Добрый день. На что обзор, Жень? Расскажи, как называется. Карабин калибре 223, Норенко CQA. Это, можно назвать AR-15, да, можно М4, которая она была в базе. В твоем прошлом ролике, который ты обозревал. Вот, сегодня у нас обзор будет прям серьезный, с рядом вопросов. В конце уже я постреляю, поговорим, расскажем мое мнение. Но до этого будет прям матчасть по полной программе. Так, начнем, значит, первый вопрос, Жень, давай еще раз проговорим, как оно называется. Карабин Норенко, CQA модель. CQA. Так, понял. Покажи, пожалуйста, теперь функции, предохранители, отсечки, вот все, что в нем, грубо говоря, нужно человеку знать. Ну, что рассказать. Карабин как бы стандартный на базе AR-15, но произведен у нас в Китае. По органам управления, если в прошлый раз ты обозревал, у тебя была рукоятка взвода, которую нужно было с одной стороны взводить, здесь позволяет взводить с двух сторон. Плюс еще и увеличенная получается площадь зацепа. То есть мне не нужно искать ее где-то там, я взял, рукой дернул и достал патрон. Это ты менял уже, Жень, сам? Это я менял сам, да. Это я уже делаю карабин под себя, то есть если взять тот карабин, с которого ты стрелял на ловчем, да, это уже тюнингованный, то есть здесь поменены детали. Предохранитель здесь стандартный, опять же, стоит, да, ничего не менялось, то есть сейчас стоит положение огонь, двусторонний он переводится в положение предохранитель. То есть с обеих сторон можно... Да, он двусторонний, то есть с этой и с той стороны. Очень удобно и для левши, и для удобно, правши. Удобно, да, то есть как тебе удобно, опять же. Жень, вот эта кнопка сброса магазина, насколько я помню. Да, вот только вы не учли одного, она двухсторонняя. Она тоже двухсторонняя? То есть смотри, здесь я указательным пальцем скидываю, с обратной стороны я нажимаю вот на эту клавишу, и он также сбрасывается. То есть она двухсторонняя. Это один механизм двухсторонний. Круто, да, вот этого мы не знали. Так, Жень, ну вот это у нас досыл патрона, да, насколько я помню? Ну да, это не досыл патрона, это больше как бы затвор. Если затвор у нас не закрывается до конца, мы ударяем по этой кнопке, и она досылает уже механически затвор. То есть на затворе вот риски как раз под нее получается. Вот, что она цепляет их и как бы и толкает его вперед, да. Слушай, здорово. Так, с той стороны у нас, Жень, давай перевернем еще. Это, я так понимаю, я забыл, как она называется. Это затворная задержка, кнопка сбора затворной задержки. То есть мы затвор можем заранее поставить на затворную задержку, все, он остался у нас там. Класс. То есть свежий магазин присоединяем, нажали кнопку, затвор досылает патрон в патронник. Вот здесь остановимся, да. Очень интересный нюанс. В автомате Калашникова нету затворной задержки. Да, это вот такое, наверное, ну понятно, механизмы разные совершенно, но это такое отличие именно вот прям вот, как его, Жень, даже назвать, такое основополагающее, что ли? Да нет, просто как бы сделали для удобства. У нас как бы сделано все гораздо проще, здесь сделано посложнее, скажем так. Посложнее, для удобства. Так, понятно. Жень, за сколько ты его купил? Так, я его взял за 100. Ровно? Ровно за 100. Класс. Сейчас, ну это недавно было, я так понимаю? Ну да, это был сентябрь, октябрь. Сейчас, наверное, плюс-минус, но вот мы там, да. Кто-то продает дешевле, кто-то дороже. То есть вообще рекомендованная цена у нее 99 900. Ну то есть плюс-минус, грубо говоря, 100 тысяч. В этом ценовом диапазоне арку не найти. Да. Да? То есть это самая дешевая арка на рынке. Да, ну китайская, потому что понятно. Ну, у нее есть свои плюсы, скажем так, которые перекрывают минусы. Дойдем. Так, Жень, дальше продолжим. Ты с нее еще в соревнованиях не участвовал? В соревнованиях нет, пока сейчас будет долгий путь к тюнингу, под себя подгонять, то есть делать спортивный аппарат. Вот и отсюда плавный вопрос. Для чего ты ее купил? Ну, объясню. У Жени есть замечательный автомат Калашников 5.45, полностью уже. Сайга тюнингованная, да, для соревнований. Это как бы мой следующий карабин. На этом фоне Женя для меня была загадкой, покупает вот это оружие. Для чего, Женя, объясни? Давно хотел, как бы, вот, и опять же М4, да, как ты говорил, было интересно, но большинство стрелков, как бы, в классе, да, стреляют в основном с AR-15, скажем так. То есть эргономика, заряд, перезаряд. Да, можно тренироваться и с калашом, как бы, ну вот я и стреляю, с сайги. Ну, причем очень даже не знаю неплохо. Почему, вот по совету как бы старших товарищей стрелков решил все-таки приобрести, попробовать. Пока не знаю, как зайдет оно, не зайдет. Сайга стоит дома, она готова, она
Ну, также допиливается, то есть каждый стрелок все время пилит. Ну да. Так, давай тогда, Жень, дойдем, знаешь, до чего сейчас? Для чего и что ты поставил, расскажи, пожалуйста. У тебя, смотрю, большой прицел, да, и коллиматор. Да, то есть здесь у нас стоит прицел переменной кратности 1.4, это стрельба уже на дальнюю дистанцию, там 200-300, которые у нас есть в соревнованиях. Ну, опять же, и на коротке стреляют большинство просто с такого прицела, это загонник. И здесь стоит коллиматор. Тоже китаец, для стрельбы совсем на коротке. То есть, когда быстро мишень надо осыпать, я буду стрелять с него. Попробую, потому что я стреляю с коллиматора всегда, в принципе. Для меня это, опять же, новшество. Жень, расскажи, пожалуйста, что, сколько стоит? Ну, посмотри, вот коллиматор, да, возьмем. 2000 рублей. Это просто китаец, почитал отзывы, говорят, держит вплоть до двенашки. Класс. 223, думаю, вообще будет без проблем работать. Ну, проверим, опять же, все в сравнении. Оптика Vector Optics зарекомендовалась на рынке уже очень давно, стоит, по-моему, сейчас десятку она. Держит до 308. Охотники, спортсмены очень давно тестируют именно этот прицел, работают без проблем. Шикарно. Ну, ребят, если там кто новичок у нас, 308, соответственно, это калибр, мы говорили, и Да, до этого это винтовочный, это уже калибр. винтовочный калибр большой. Да, Жень, я, знаешь, что, вот никак не пойму. У Богдана видел то же самое. Как это стрелять-то так? Этот так стоит, а этот так. Покажи, пожалуйста, стойку, как это ты будешь стрелять. То есть вот смотри, мне надо стрелять дальнюю дистанцию, да? Я выкинул прицел, прицелился, стреляю в мишень. Ага. Если мне надо стрелять на коротке, очень близко, я перекидываю карабин в бок и стреляю с коллиматора. То есть короток я стреляю здесь, на дальнюю я перекинулся и спокойно отработал дальнюю мишень. Вот что. Жень, скажи, пожалуйста, сколько ты с него уже отстрелял? Пока настрел 150 патронов. Ну. То есть я взял попробовать, как оно работает, что он себя представляет, пристрелять оптику. То есть оптика у меня уже пристрелена, можно стрелять. Сегодня, соответственно, мы еще сколько-то настреляем. Понятно, Жень, у меня дальше будет постоянно такой вопрос, ломалось ли что-то, ну пока, наверное... Здесь пока нечему ломаться. Да, но может быть у тебя информация какая-то по ним есть, что здесь слабое? Вот при выборе вообще данного карабина, да, я очень много общался с ребятами, которые уже его пользуются. То есть у кого-то он проходил уже до 30 тысяч, кто-то настрелял. Хорошо. Первые поломки там у ребят незначительные были на 15-16 тысяч. А что ломалось же, не помнишь? Зуб выбрасывателя. Ага, ну. То есть как бы, ну, можно сказать, что это расходник. Расходник, да, будем говорить. Ну, как в машине вот эти, как их назвать-то, в подвеске, Жень, вот как меняем мы все яйца, их называют Втулки, стойки стабилизатора. Да, стойки стабилизатора, вот примерно то же самое. Так, понятно. Соответственно, ты с ним еще не охотился. Про стрельбу мы спрашивали. Охотиться я с ним не буду, это чисто спорт. Для охоты у меня есть другие карабины. Вот. Тоже, кстати, такой важный нюанс. Я, кстати, Женя, у меня тоже уже некоторая информация по ним есть. От ребят это то же самое слышу, типа, не для охоты этот вообще вариант. Нет, охотиться с ним можно, но я с ним охотиться не буду. У меня есть другое оружие. Все, понял. Жень, скажи, пожалуйста, какой боеприпас здесь и, например, какой бы ты рекомендовал фирму? У тебя по-любому есть какой-то вот уже, ну, ты же общаешься со стрелками. Ну, вообще, как бы, здесь калибр 223 Ремингтон. Ага, людям скажем, да, что это 5,56 на 45. Да, 5,56 на 45, совершенно верно. У нас в продаже фирм очень много, и на марке есть патроны. Да, я для себя сделал выбор, что это у нас барнаульские патроны 4 грамма. 4, ага. Мы сегодня их вам покажем, чуть позже стрелять да, будем. Есть полуоболочка, как бы, ну, вот чисто пострелять там на коротке тоже можно, как без проблем. Но вот выбор основной у меня, что на 5,45, что здесь, это Барнаул 4 грамма. И это мы говорим, ребят, не про охоту именно, поняли, а про спортивную стрельбу. Да, просто пострелять. Просто, условно говоря, просто пострелять. Жень, про тюнингопригодность поговори, пожалуйста, я смотрю, ты уже тут, ну помимо тут, да, прицелов. тут потихоньку, помаленьку я уже начал как бы его приводить в то, что я хочу видеть от него. К нему тюнинга очень много. В основном тюнинг как бы импортный, да, очень дорогой, но есть наши. Ага. Я стараюсь как бы делать все это бюджетно, да, потому что... Ну, мы не богатые люди, да, с тобой, скажем так. Пока. Дульный тормоз-компенсатор, это фирма у нас Оренган, Ага, вот он. Дульник от Жоры Губича. Ага. На данный момент как бы большинство стрелков его хвалят, то есть я тоже вот пострелял, попробовал, выбор пал на него. Ага, вот ну стоит. попробуем сегодня, ага. Да, цевье здесь стоит. Цевье, ребят, это вот. Цевье Курбатов Армс. Это наше тоже? Это наш, да, тоже Михаил наш. Курбатов, он опять же сам же делает AR-платформу, у него Класс. AR-10, AR-15. Класс. Очень бюджетно, опять же, спасибо ребятам, которые у нас продают в интернете БУ части. Ага. За него я отдал что-то там 4-3 тысячи рублей. Ух, всего. вообще, Хотя да. в магазине ниже десятки вы не найдете цевье. Класс. Ну, Жень, либо тащить с Китая. Дульник сколько? Дульник
5 с копейками. Тоже По недорого. акции, да, Ага. Оренган очень хороший магазин, мне нравится. Жень, заниматься. трубка, смотрю, родная, не родная? Трубка стоит родная, газовый блок, регулируемый, китайский, опять же. Тоже Класс. Комрад отдал за 1000 рублей всего. Ага, У него он класс. был лишний, он ему был не нужен, он мне его отдал. Ага, ну и как поговорили, ты вот этот механизм еще доработал. Да, да, вот эта увеличенная рукоятка взвода, она стоит здесь. Тоже что-то Комрад мне отдал ее там с доставкой за 1000 рублей. Класс. Внутри стоит буфер отдачи, здесь вот пружина у R15, Ага. здесь стоит буфер отдачи от Лейком. Ага, ну это мы сейчас чуть Тоже позже, да, наши разберем. ребята, как бы все это делается в России, это все Ага. рабочее, но Ага. протестировано уже много кем. Ну и приклад, вот чисто сам приклад, он мне нравится визуально, эстетически, то есть оружие это красиво. родной. Не родной, нет. А, это родной, уже не там вот родной? эта пластиковая кочерга Да, не, да. нелепая. То есть ты и приклад поменял. Да, тоже 1000 рублей я за него отдал, он вообще от страйкбольного этого привода, но Ничего себе. работает. Класс. Ну и рукоятка, опять же, тоже вот. А, и один и рукоятку уже поменял. Рукоятка, да, тоже. 1000 Всё рублей поменял тоже товарищ отдал мне ее бэушную. Но меня все устраивает, как бы не вижу смысла переплачивать. То есть, условно говоря, сейчас условно мы берем, ну, 15 тысяч где-то ты 15-20 сейчас. тысяч, да, стал тюнинг. Если вы в любой магазин сейчас зайдете попытаетесь накидать с магазина эти цены, это у вас цена будет под полтинник. Ага. То есть мы нашим ребятам можем рекомендовать вот в интернете, да, где-то смотреть, Да, кто да, что в продает. интернете. Ребят, ну имейте в виду, да, кто в деньгах ограничен, скажем, как мы, все это можно посмотреть по каким-то сообществам, ВКонтакте там и так далее. Да, контакт, Авито и так далее. У нас много платформ. Да, и выходит, ну, действительно, совершенно недорого. Ну, что греха таить, ну, недорого. Недорого, это Недорого. очень недорого, да. Для Жень, этой по патрону вернемся. Какая цена вот то, что ты чем стреляешь? В данный момент 20 рублей выстрел. 20, это недорого. Если Если сравнивать с прошлым даже годом, это дорого. Брали патроны по 11 рублей. К сожалению, да, ребят, мы, кстати, если там в разное время будем смотреть, у нас 2022 год, самый конец, декабрь. Жень, ну тут видишь, даже вот мы сейчас с дробовиком, да, возвращаясь, вообще обалдеть, как цены Да, выросли. в 2 раза цена на все патроны выросла. Кошмар, да, мы сегодня тоже пульку там, ну ладно. Жень, кому бы ты посоветовал данный карабин? Кстати, мы не проговорили, Жень, объясни людям, что такое карабин. Карабин это гражданский, как его правильно? Ну, гражданская версия автомата, можно так назвать, наверное, да? Грубо, да, гражданская версия автомата, стреляешь только одиночным огнем, нарезной. Нарезной, да. Жень, кому бы ты вот этот карабин посоветовал? Ну, как бы, знаешь, советовать карабин, да, это из серии «А что мне купить?». То есть ты Ну должен сам прийти к тому, что ты хочешь. Я имею в виду, знаешь, давай более конкретно, новичку или человеку все-таки, который уже стрелял, пусть хоть чуть-чуть, но стрелял. Если это новичок и хочет стрелять, пусть покупает и не парится. Ну, то есть оно, если в ему принципе, нравится AR-платформа, пусть берет. Да, то есть оно подходит, в принципе, всем. Всем подходит, да, то есть как бы ничего тут такого сложного и страшного нету. Хороший рабочий Ну, от карабин. себя, да, хочу заметить, что я реально новичок. Ну, там, кто смотрит меня, знаете, кто нет, имейте в виду, я не профессионал. Мне оно очень понравилось, Жень, зашло. Более того, я еще и с него попадал. Ну, там, в том видео видно. Так, хорошо, Жень. Сейчас тогда, что, приступаем к разбору. Покажем, как все это разбирается. Мы не будем прям досконально, да, показывать. У нас, кстати, по нему есть там отдельное видео. Мы там калашников разбирали, показывали, как смазывать, как разбирать, как чистить. И AR-15, ну, это одно и то же. Сейчас просто покажем, как это все легко делается. Да, Жень? Да-да, здесь. Пожалуйста. Здесь все легко, карабин разбирается на две части, то есть нужно вытащить оси, Угу. которые замыкают Ага. апер и ловер. То есть вот изначально он... Так, подождите. Он у нас заведен. Ага. То есть вытаскиваем первую ось, и карабин складывается пополам. Ага. Почему так туго? Потому что у меня здесь стоит резинка, которая люфт убирает между апером и ловером. Ага. Ну и, условно говоря, не будем даже не разбирать дальше, там люди То посмотрят. есть все, кому надо. вытаскиваем затвор, можно чистить ствол. То есть эта часть полностью апер отделяется от нижней части. Ага, шикарно. Жень, еще тогда важный момент для людей объясним. Как ты считаешь, после скольки нужно чистить выстрелов? Вообще я чищу оружие после каждой стрельбы. Сколько всё. бы я ни отстрелял, я привык чистить свое оружие. Ну, то есть, условно, мы сегодня стреляем, например, там 60 или там 40 выстрелов, ты его все равно будешь Я чистить. все равно буду сегодня чистить. Вот. Имейте в виду, ребят. Сейчас чего предлагаю? Дальше у нас Женя постреляет, мы посмотрим, как это он делает. Потом постреляю я и уже поставлю ему оценки там по определенным пунктам. Поехали.
Так, ну теперь, соответственно, я пробую. Магазин какой, обратите внимание, красивый. Вроде все дослалось. Давайте, ощущения, так сказать. Ага. Что такое, Жень? Не накол капсуля. Отсоединяем. Патрон. Ага. Бывает такое, да? Бывает, с барнаулом все бывает. Значит, чего? От меня, подводя итоги. Удобна ли вкладка? Мне удобно. Ставлю, наверное, 5. Вес оружия. Однозначно ставлю 5, оно вообще легкое, просто. Карабин, да? Отдача. Поставлю от себя 3, потому что для меня маленькая отдача. Я люблю отдачу. Это 12 нужна. Да, но отдачи тут вообще никакой нет, реально. По поводу меткости. Вопрос тут ко мне. Не будем даже говорить. Карабин хороший, меткий в любом случае. По поводу удобства прицелов, блин, очень удобный. Кстати, мне очень понравился, Жень, вот этот вот прицел особенно. Загонник, да, что взял, скинул, точку поймал. Шикарно вообще просто. Вот, ну то есть от себя я этому карабину ставлю где-то 4 с плюсом. Вот, 5, потому что отдача слабая, не дотягивает. Вот если бы лупасило по плечу, это был 5. Вот, короче, одним словом, мне он нравится, ну, я это говорил раньше. Вот и все, Женька, завершаемся. Ребят, смотрите, подписывайтесь. Не забывайте, кстати, подписаться. В комментарии, пожалуйста, что вы думаете вообще про этот карабин, пишите. Есть возможность помочь каналу, помогите, там все ссылочки у нас внизу есть. У кого есть запчасти, высылайте. Да, вот. Все, мы с вами прощаемся, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода, Евгений с нами. Пока-пока.